Вы сейчас не работаете на телевидении. Известно, что вы перестали работать на канале РЕН-ТВ, потому что вы говорили то, что не нравилось руководству. А именно рассказывали о реальном положении вещей. Было несколько сюжетов, насколько я знаю, за которые вам не смогли простить. Ну, последняя капля терпения была, когда сын Иванова, тогда первого вице-премьера, сбил женщину на переходе, и она умерла. Это была последняя капля. Вот если бы не было цензуры, ну, представим ситуацию, то и люди бы, естественно, больше людей бы знало о процессе. Если бы не было цензуры, не было бы процесса. Вот. Общественное мнение. Почему оно настолько индифферентно? Как это говорилось в «Вместе встречи изменить нельзя»? Ты ж меня, Шарапов, этим вопросом. Вечный вопрос, вечный вопрос. Народ плохой, мы хорошие, мы активный, народ плохой, народ пассивный. Да нет. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, и все абсолютно люди, живущие, я сейчас часто езжу по регионам, ну, по зонам, по колониям, естественно, вижу жен, вижу мужей, вижу заключенных, вижу начальство колонии. Кстати, прекрасные люди в основном. Да, если бы судьи немножечко поездили по колонии. Вот где была бы школа жизни для тех, кто выносит приговоры людям, в отношении которых они рассматривают дела. А вот вспоминая ту пословицу, которую вы сказали, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, что бы вы могли сказать, вот какой месседж судье Данилкину, как независимый человек, с делом ЮКОСа никак не связанный юридически, там, процессуально, что он не знает, может быть, или не хочет знать о колонии и о том, что об этом опыте? Я даже думаю не о колонии. Колонии все-таки, я вижу экономических заключенных, которые построили себе некую башню слоновой кости внутри себя, и в ней живут и занимаются, в общем, очень серьезным самосовершенствованием, саморазвитием, самообразованием, и понимают и постигают очень многие вещи, на которых на свободе не хватает времени. Но вы же видите тоже, Карина, как меняется сам Ходорковский, как он изменился за эти годы. Да? И я хотела бы сказать судье Данилкину и всем остальным судьям, что... Может быть, им кажется, что это навсегда. Может быть, им кажется, что учебники истории будут написаны так, как хотят они. Может быть, им кажется, что их дети, их внуки и пионерские дружины будут отдавать им честь, когда они выйдут на почетную пенсию и будут давать уроки мужества и справедливости подрастающему поколению октябрят и пионеров. Не будет этого. Мы выросли. Не будет этого. И нужно думать... Я не буду говорить о душе, да, о своей спокойной, достойной старости, чтобы люди не стеснялись в булочной с тобой здороваться. Алексей Навальный, миноритарный акционер Транснефти, Роснефти, на этой же неделе, вот что интересно, богатая неделя на такие события, добился от суда решения все-таки проверить контракт, опять же таки, Роснефти по продаже нефтепродукции китайской компании. И Матя Сварник ему лично ответил, ну, это теория малых дел, которые на самом деле очень большие. Очень большие. И, наверное, дело Ходорковского настолько огромно. И вот Татьяна Геннадьевна Лысова, это же очень малое дело. Прийти и рассказать, как ты работаешь, как ты работал с Ходорковским. Это не требует какого-то подвига, напряжения сил, жертвования себя на какой-то там алтарь за идеи. Просто прийти, сделать честный, порядочный поступок, а заодно воспользоваться всем багажом опыта и знаний, которые у тебя есть. В заключении нашей программы я хочу сказать, что американский университет, школа права в Далласе присвоила Карине Москаленко звание доктор права за ее заслуги по совокупности работ. И также наградила премией Центр содействия международной защите. Вот в деле Ходорковского там много нарушений. А мы всегда, наши же доверители, это никому неизвестные люди в большинстве-то своем, подавляющем большинстве своем. А когда я пришла, например, в дело Ходорковского, я говорю: ой, Михаил Борисович, вот это вот типичное нарушение российское. Или там чего-то еще коснемся, типичное нарушение. Потом я ему уже сказала: ваше дело – это энциклопедия типичных нарушений правовой системы. Дело ЮКОСа, дело Ходорковского, Лебедева, вот лично для вас, что оно означает в вашей богатой практике? Михаил Борисович, он
он особый человек, он, во-первых, он так или иначе вызывает симпатию, у кого хотите. И даже у заключенных, с которыми его сводила судьба, я вот читала записки их и знаю немножко наслышана от конкретных людей, как он умеет себя просто вести и никогда не жалуется ни на какие тяготы, ни на какие условия содержания, все он говорит, только по принципу будем жаловаться. И он вырос выше самого себя, мне кажется, ему был предоставлен вот судьбой такой удивительный шанс выстоять. Говорят, дает судьба столько испытаний, сколько человек может вынести, но иногда человек их вынести не может. И когда я смотрю иногда на его бодрое настроение, а у меня, например, на душе кошки скребут, потому что я смотрю на весь этот вот балаган и думаю, а что может быть результатом этого фарса или как его хотите назовите, дурного спектакля. И мысли-то у меня очень безрадостные, а он твердо знает, что ему важно обосновать, доказать, показать и вещи ясные, понятные ему, просто объяснить всем окружающим. И еще это дело для меня, конечно, было каким-то открытием. Это очень правозащитное дело, может быть, самое правозащитное дело, потому что не надо всех сажать в тюрьму, надо посадить такую персону, на которую обратят внимание все, и он должен быть самый независимый, может быть самый богатый, может быть даже самый считающий себя неуязвимым, потому что у него бизнес к этому времени был распланирован на лучших стандартах мировых. И вот такого посадишь, дашь сигнал тысячам, совсем не обязательно на улицах арестовывать там митингующих всех, но арестуй там, скажем, Льва Пономарева или там Гарри Каспарова, и все поймут, выходить нельзя. Избили журналистов или даже убили знаковых журналистов. А всех не надо убивать. Народ и так все поймет. Мне кажется, что судьба отметила этого человека вот этим страданием за многих. И то, что в его деле сошлись вот эти все типичные нарушения. О которых стало сейчас известно благодаря в том благодаря числе этому имени. Ольга, вы сказали мне перед нашей программой, что у вас есть ощущение, что что-то начинает меняться. Почему? Я стенограмму читаю, я хохочу. Я так давно не смеялась, как читая стенограмму суда. А я все время думаю, наверное, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Это, может быть, уже это почти прошлое. Ну, хватит уже. Ну, смешно. Я хочу поблагодарить моих сегодняшних гостей, Олю Романову, журналиста, и адвоката Карину Москаленко, за то, что они пришли. Мы сегодня говорили о теории и пользе малых дел. Неважно, кто ты, журналист, юрист, врач или обвиняемый в каком-то преступлении. Главное делать то, что ты делаешь, и делать это честно. Всего хорошего.